Глубоко в лесу семья путешественников случайно наткнулась на заброшенный автобус. Было видно, что транспорт здесь стоит уже многие годы, колеса истлели, а корпус снаружи уже стал покрываться растительностью. С интересом они не спеша стали обходить старую машину и обратили внимание, что вход в области двери явно использовался. Стивен с отцом любили устраивать лесные вылазки. Место вокруг их небольшого городка, малонаселенное, множество сопок и лесов делают район не очень интересным для проживания. Однако, любителям природы и свободного образа жизни здесь хорошо можно путешествовать по округе, мест для поездок и походов с избытком. Обычно они ездили на все выходные, с ночевкой. Останавливались в маленьких семейных гостиницах и приютах. В этот раз они по привычке зашли в очередной приют. Он был совсем крохотный и свободных мест не оказалось. Отец и сын уже хотели двинуться дальше, но решили немного пройтись по окрестному лесу, места были вокруг красивые, да и время еще было. Постепенно лес сгустился, приют скрылся далеко позади. Когда они решили, что пора возвращаться, сын увидел виднеющуюся за пригорком металлическую крышу. Она была покрыта листьями, но было видно, что это старый автобус. Они обошли его, металл уже начал проигрывать схватку времени, но дверь явно показывала, что автобусом пользовались. Из интереса заглянули внутрь. Оказалось, проржавевшие борта старого автобуса прятали уютный дом, буквально на зависть городским. Они зашли внутрь, все пространство было переоборудовано под маленькую уютную хижину. Видимо, какому-то отшельнику так надоела цивилизация, что он решил поселиться в лесу и использовал старый автобус. Мебель довольно аскетична, но функциональна. 2 кровати, навесной столик. Зона спальни заботливо отделена от зала с кухней, шторкой. Нашлась даже душ и кухня, под воду приспособили бак снаружи. Электричества не оказалось, но что ожидать от летнего убежища? Когда они вернулись в деревню, хозяин приюта рассказал, что старый отшельник превратил автобус в настоящую лесную сказку. Просто подарок для тех, кто устал от огней цивилизации. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного. А также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете насчет этой истории.